Прежде чем я начну рассказ про самодельную расточную головку, я бы хотел сделать некоторое предисловие и описать, зачем, собственно говоря, нужен такой тип оснастки и чем он отличается от той, которая используется в цангах. Прежде всего, говоря о оснастке, которая навинчивается непосредственно на шпиндель, нужно отметить, что это практически то же самое, что и конусная оснастка. Только там получается шпиндели неподвижный, точнее постоянная константа это сам конус, и на него ставится разная оснастка. Но для небольшого станка Тайга немножко по-другому. Большой конус Морзе 2, например, сюда уже не влезет. И все, что можно установить дополнительно, устанавливается сверху на резьбу. Это, как показала практика, очень удобное и очень хорошее решение. Тем более, что по сравнению с, скажем, фрезами, которые зажимаются в цангу, оно имеет несомненное преимущество в том, что как бы вы имеете заготовленный набор инструментов и меняете быстро их, и они не выпадают, фрезы. Они как бы заготовлены под работу. Например, у меня есть вот такое крепление под фрезу, одну, вторую, и могу их гораздо быстрее и удобнее менять, чем, как ни странно, зажимы в цангах. Что же тут происходит? И в чем отличие от зажима в цанге? Тем, что вот есть шпиндель, ось шпинделя, она вращается. Если я устанавливаю сюда цангу, потом зажимную гайку вставляю, инструмент обработки, получается, что для фрезы, например, это отлично, для обточки тонких прутков тоже отлично, но для каких-то больших крупных элементов это уже не очень хорошо, так как снижает жесткость. Но зато очень хорошее решение, это когда можно навинтить, вот, например, такую фрезу-летучку, балеринку на шпиндель. И получается, что она имеет, во-первых, минимальный вынос от шпинделя, гораздо короче, и имеет большую жесткость. Соответственно, получается выше частота обработки и как бы выше производительность в целом. Если, например, возьмем вот такую фрезу-летучку и вот такую рассчитанную под цанги ER16, они как бы обе достаточно удобны, но, например, та, что зажимается в цанге, все равно будет иметь несколько меньшую жесткость, потому что такова его конструкция. И еще следующий момент, что для Тайга производитель выпускает отдельные болванки, как для дюймовой версии, вот такие, так и для метрической резьбы ER16. Вот такие болванки. Уже с готовой с резьбой, и можно навинчивать на шпиндель. Соответственно, эти болванки можно использовать под изготовление разных инструментов, разной оснастки, как, например, вот эта отрезная фреза с болванкой, которую я сделал из стандартных болванок. Если ее сравнивать с держателем, рассчитанным под крепление в цанге, то вот эта система гораздо лучше. Во-первых, при изготовлении обточка уже идет прямо на шпинделе, соответственно, биение здесь получается минимальное, если не равно нулю, потому что обточка идет на шпинделе. Во-вторых, более массивное тело, большая жесткость и, как следствие, меньше шум, большая глубина пропила, в общем, во всем лучше. Хотя, повторюсь, вот эта штука, держатель для вот этой же фрезы, очень неплох, но лучше всего, конечно, вот именно в таком варианте. Следующее. Для таких маленьких станков, как Тайг, хоть фрезерный станок, хоть токарный станок. Для маленьких станков это большая проблема, потому что миниатюрных расточных головок очень мало. Есть, например, головки для часовых станков, но у них достаточно ограниченные возможности, и поэтому приходится
использовать то, что есть. Тайг выпускает собственную расточную головку. Она рассчитана под крепление в цангу. Хвостовик у нее 3/8 или 9,5 миллиметров. И имеет вот такую конструкцию, выполненная из алюминия. Подвижная часть ходит, как и положено ходить. Ход ограничивается вот этими двумя винтами справа и слева. И так как ластохвоство тут не имеет прижимной планки, это просто разрезное тело, которое стягивается винтом. То есть, чтобы растачивать отверстие, нужно при помощи индикатора переместить головку на нужное расстояние, зафиксировать винтом, законтрить его и растачивать. И так операции повторяются. Я этой расточной головкой расточил очень немало отверстий, большая часть из которых это посадочные гнезда под миниатюрные подшипники. И могу сказать, что несмотря на то, что эта расточная головка хороша, и, конечно, это лучше, чем ничего, но она имеет ряд недостатков. Во-первых, у нее нет своего ходового винта, чтобы можно было без использования индикатора, скажем, основную часть прохода делать только по собственной разметке. Он достаточно длинный, то есть нужно вынос шпинделя плюс гайка посчитать, плюс само тело и плюс резец, который, как всегда, естественно, довольно длинный. И довольно требовательно к качеству резцов и заточки. Например, популярные китайские резцы с напайкой, которые продаются с хвостовиком 3/8, они очень плохо растачивают, являются источником проблем. Поэтому, естественно, меня посещала неоднократно мысль, как мне получить расточную головку, которая могла удовлетворять моим нуждам. Растачивать отверстия от малых диаметров, скажем, там от 5-6 мм и в пределах где-то до 30 мм. Много времени, много лет даже я искал хорошую головку, но так ничего лучше это не попалось. Но какое-то время назад мне пришло в голову, что можно использовать стандартные болванки, как раз рассчитанные на такие случаи. Единственное, что смущало, небольшой диаметр, около 30 мм всего, если сравнивать с расточной головкой, так видно разница в диаметре. И, естественно, обеспечить нужный ход, нужное смещение, чтобы получать хотя бы сопоставимые параметры по расточке. Я создал трехмерную модель. Трехмерная модель показала, что такое устройство возможно, но, естественно, сложности реализации. Тем не менее, в какой-то момент я эту расточную головку попробовал начать делать и сделал. Сделал из двух вот таких болванок. У меня было несколько особо ржавых. Сталь очень склонна к ржавлению. И лучший способ избавиться от ржавчины — это ее обработать. Использовал две болванки, одну как основную, вторую ответную часть. Вот от нее отрезанный кусок. Все, что осталось. Теперь что получилось? Получилась вот такая расточная головка. Если ее сравнивать с головкой Тайг, можно видеть, что они практически одинаковы по длине. Моя чуть-чуть длиннее на несколько миллиметров. Имеют большую разницу в диаметре, так как болванка уже имеет меньший диаметр, соответственно, после обточки она стала еще более худой. Несмотря на то, что имеют общую высоту, имеют разный способ крепления на шпиндель. Если это вставляется в цангу, то это навинчивается на шпиндель напрямую.
И, соответственно, при установке на шпиндель выгода в этой расточной головке получается в 22 миллиметра. То есть одна из проблем маленьких фрезерных станков состоит в том, что у нас не хватает высоты, банально, чтобы, как на больших станках, чтобы поднять шпиндель еще выше, установить тиски, установить деталь и еще установить резец. И места всегда оказывается очень мало и впритык. Здесь получается выгода целых 2 сантиметра. Это раз. Соответственно, выше жесткость получается. И меньшее число промежуточных элементов. Он просто навинтился, уперся в шпиндель. Это очень жесткая монолитная конструкция. Плюс обточка при изготовлении головки велась напрямую на шпинделе. Соответственно, нет биения и несоосности. И попадание в размер при расточных работах, соответственно, будет очень максимально точным. Не будет проблемы, как на этой головке, когда часто возникает дробление. Очень становится сложно подобрать шкивами, так как у меня регулировка скоростей только шкивами, режим обработки. Теперь можно приступить к дальнейшим рассмотрениям особенностей этой головки. Она имеет абсолютно классическую конструкцию, часть, которая крепится на шпиндель, подвижная часть, прижимная планка и ходовой винт, которым осуществляется регулировка. Это винты, соответственно, они, конечно, будут заменены на нужные установочные. И два гнезда для крепления резцов с хвостовиком диаметром 6 мм. Например, как этот. Отверстие расположил с этой стороны, чтобы правильно ориентировать для хвостовики с лыской. И расположен, чтобы угол резания был правильным. Я могу, здесь у меня есть запас под расточку отверстий до 8 мм. То есть сюда можно ставить резцы в теории с большими хвостовиками, но практика показала, что это не нужно. Общая длина составляет 57 миллиметров, диаметр 29,56 миллиметра, вес 186 грамм где-то приблизительно, что, кстати, тяжелее заметно тяжелее вот этой головки, которая весит вся вместе 140 грамм. Это весит грамм на 40-50 больше, потому что это сталь, более плотный материал. Так, что я могу делать на этой головке? Я провел предварительное тестирование, растачивал разные материалы и выяснил, что я могу, в теории практически просто не доходило до этого, растачивать максимальные диаметры это где-то до 40 миллиметров, что уже больше, чем на расточной головке Тайг. В расточной головке Тайг в силу ее конструкции смещение подвижной части ограничено, и вынос больше, чем, ну, даже если я выкручу винт, больше, чем на вот это расстояние невозможен. Соответственно, ограничен диаметр расточки. Максимальный диаметр, какой я растачивал, получается 22 миллиметра, когда делал вот эту опору для ходового винта китайского станка. Когда тестировал эту головку, свою уже головку, было сомнение по поводу дисбаланса самой головки, сильной вибрации. Да, такая была при выдвижении головки где-то там миллиметров на 8, но это пока была полнотелой деталью. Как только сделал вырезы, снизил массу на где-то 30-40 грамм, получилось, что даже при максимальных выдвижениях
какие я делал при тестировании, там где-то 10-12 миллиметров смещения головки, никакого дисбаланса даже с резцом нету. Поэтому у меня есть основания предполагать, что если я продолжу дальше растачивать отверстия, то спокойно могу дойти до 40 миллиметров. Был также вопрос, насколько малое отверстие могу рассверлить, расточить. У меня в запасе, не знаю даже сколько лет, лежат вот такие миниатюрные головки, точнее миниатюрные резцы, которые купил когда-то по случаю, практически за даром. Каждый резец имеет свою часть самую широкую, где-то в районе миллиметра. Вчерашнее тестирование показало, что я могу растачивать отверстие, получается, от 1,5 мм в диаметре. То есть я могу взять вот это 1,5 миллиметровое сверло, просверлить отверстие и, начиная двигаться с вот такого резца, последовательно сменяя, расточить отверстие до 40 мм, с 1,5 мм. Еще один важный вопрос был при тестировании: позволит ли перестановка резцов перекрывать растачиваемые диаметры. Практика показала, что да, позволяет, никаких дополнительных изменений в конструкцию вносить не нужно. Я растачиваю с этого положения до 15 мм, потом возвращаю подвижную часть, каретку, переставляю резец в следующее положение и продолжаю. Даже с приличным запасом, где-то 1-2 мм. То есть это сомнения, этот вопрос были разрешены, несмотря на то, что головка имеет очень маленький диаметр и, соответственно, маленький ход. Регулировка хода выглядит так. Центральный винт стопорный освобождается. В данном случае не затянут. И начинаю вращать ходовой винт. И обратный ход с небольшим запасом в минус, чтобы можно было выставлять резцы, подать растачиваемое отверстие, подгонять их. Как говорил уже раньше, конструкция простейшая, самое что ни на есть классическая. Один ходовой винт и одна подвижная часть. Но были, как уже говорил раньше, сомнения из-за скромного размера диаметра самой детали, будет ли смещаться и работать это все как надо. Практика показала, что не только будет, но и работает. И отлично. И если, скажем, иметь в виду болванку под дюймовый стандарт шпинделя, то могу с уверенностью сказать, что можно сделать и с такой, тоже расточную головку. Единственное, что она будет уже не на два положения резца, а только на одно. Но при этом какие-то приемлемые диаметры расточки позволят делать, скажем, думаю, миллиметров до 15. Теперь можно взглянуть поближе к отдельным элементам этой расточной головки. Она состоит всего из 4 деталей. Базовая часть, которая навинчивается на шпиндель. Вот видно резьбу. На ней 2 лыски под ключ. И вот такие посадочные гнезда. Под ходовой винт, под прижимную планку и под нижнюю подвижную часть.
Это каретка. Эта часть отвечает, носовая, за, с выемкой видно, за то, чтобы винт перемещал ее. Вот ходовой винт. Резьба М6, материал бронза. Я бы, конечно, предпочел латунь, что-нибудь, что полегче обрабатывалось. Этот материал очень тягучий, очень сложный в обработке, но тем не менее, зато он дал очень плотную, хорошую посадку, практически безлюфтовое перемещение. В нем углубление по шестигранник, видна вставка из алюминия, это пришлось исправлять ошибку, так как неправильно расточил. Но в принципе тоже неплохая идея, потому что если шестигранник слижет грани и испортит эту вставку, то ее можно очень легко заменить. И разметка на торце. И прижимная планка. Тоже сделано уже из латуни. Вот, собственно говоря, и вся конструкция. И немного о ходовом винте и разметке. Здесь головная часть вот этого винта имеет размер 12, почти 12 миллиметров. Но вместе с тем мне удалось установить на нее и разместить на ней разметку, рассчитанную сразу под диаметр. То есть вот эти длинные риски это десятые диаметра. Ну или соответственно в линейном измерении это 5 сотых линейного смещения подвижной части. А короткие это 2,5, точнее 0,25 тысячных смещения линейной части. Или же 5 сотых на диаметр. Настройка выглядит так. Освобождаю стопорный винт. И выставляю на нужный размер. Например, мне нужно 4 десятых на диаметр. Раз, два, три, 4. На 1,5 десятых. И отсчитываю десятую. И на маленькую риску. То есть на 0,15 будет смещение. Замеры показали, что смещение соответствует реальному. В размер при росточке попадаю. А доводочные финальные проходы, соответственно, можно делать, если будет потребность, классические с индикатором. Ну, могу сказать, что конструкцией я очень доволен. Во-первых, такое изготовление этой оснастки показывает, что, используя болванки, можно делать такие достаточно точные и сложные инструменты, как вот эта расточная головка. Вопрос даже не в том, чтобы избежать покупок, а в том, чтобы сделать более точный инструмент, чем можно купить. И могу сказать, что есть еще у него возможности по модификациям, по развитию. Ну, как я уже говорил раньше, можно расточить под большие, если будет такая потребность, диаметры держала крестцов. И можно добавить еще небольшое устройство, которое сделает движение ходового винта безлюфтовым. В настоящий момент он не ощущается, правда. Но я думаю, он где-то в районе 1/10 есть. Хотя на расточных головках вопрос люфта ходового винта никогда не стоял. Ну, как возможность, может быть, почему бы и нет. Ну, на этом все. Если кто желает повторить конструкцию, бесплатная модель
в описании ниже. Пользуйтесь, делайте, повторяйте.